Добрый день, дорогие подписчики и зрители канала. Внесу небольшие пояснения в свою работу. В детстве, когда еще были живы дедушка с бабушкой, мы садили картошку путем нагоняли конским макушником ушастым с регулировкой борозен, раскладывали картошку, и мы с дедом вдвоем, сзади бабушка, за окучником, закрывали все это. Таким принципом мы садили всегда картошку. И я как-то задумавшись, нарезал этих борозен также окучниками. Ну, думал, сейчас насажусь тут. С картофелесажалкой не сложилось у меня. Дальше начались у меня страдания. Картофелесажалка диски закрывает идеально. Диски — это единственное, что мне понравилось. Сошник согнуло, его надо усиливать. Очень много картошки попадает. Тут картошки целый склад. С этим надо как-то бороться. Картофелесажалку отложил я подальше. Это такая сырая вещь. Разбиты все мои мечты о самостоятельной работе вдребезги. Мучение. Много захватывает картошки, по 3, по 2. Не, это не работа. Я думал облегчить работу картофелесажалки, сошнику. Нарежу сейчас, думаю, окучником борозен, и как бы пойдет у меня картофелесажалка в нижней части и будет идти. Нет, ни в коем случае это была ошибка первая моя, что я вообще взялся. Мне надо было сухую рыхлую землю и туда пытаться садить картофелесажалку. Мотоблок постоянно сваливался с рядков, с этих верхних, с гребней. Бог с ним. Решил дальше наложить картошки вручную и закрыть ее. Начал закрывать, тоже пытался мотоблоком, окучниками хотел закрыть, думал, сейчас по гребням проеду и закрою. Ну, конечно. Ничего, естественно, не вышло. Мотоблок то влево, то вправо. Никак. Почему не продается однорядный окучник у МТЗ САЗ? Начал думать, думаю, может плугом попытаться. Ну, плуг как-то мне даже не пробовал. К чему я сейчас пришел пока что? Я с окучник, двухрядный окучник, один снял, второй максимально близко поставил к сцепке. Окучник не по центру, а чуть левее. Нагрузка на излом присутствует. Сегодня еще целый день лил дождь, прекратился только к 5 вечера. Сегодня у нас 12 мая. На Гродненщине все сухо, пылевые бури, а в Витебской области дожди. Добрый день, дорогие подписчики и зрители канала. Сейчас буду окучниками наделаю полосок, ну, нагоняю борозен, чтобы с картофелесажалкой работать. Я не думаю, что она может быть идти ровно. Идеальную борозну сделать. Проще накернить, наметить заранее и потом уже пробовать с этим чудом работать. Окучники у меня сморгонские. Видео было, где я их менял. Были до этого минские. Дополнение, кстати, в опущенной фрезе сморгонской. Неплохая такая вещь для уборки участка. Длинные корни наматывает на себя, веревки, если, как у меня тут был мусор, проволоку, все соберет на себя, выносит с огорода. Садить буду на ширину 60 сантиметров, попробую. С окучниками никогда не работал, только наслышан о них. Переведу их в максимально узкий режим. Сморгонская сцепка, на сморгонские окучники не залазят. Добрых 4 миллиметра. Правильно люди говорили, на каждую навеску нужна своя сцепка, чтобы ты каждый раз не перекидывать, херней не заниматься. Один раз одел и забыл. Она сварена неправильно или срезан швеллер неправильно. Снизу он лучше заходит, это брак заводской. Снизу больше пространства. Ну вот, с помощью молотка и такой-то матери мы сумели одеть сцепку. Буду пахать на верхнем отверстии, разгонять борозны. Ну что, самое сложное — ровно сделать первую борозну, чтобы соседи не смеялись, чтобы зрители не осуждали. А то что ты нам показываешь? Кривизна, некачественность, брак. Мы привыкли к идеальности. Мы с первого дня родились с плугом в руках и сразу ровненько начали все резать. А я тут халтурю. Ну, первый залет сцепку не зафиксировал, ровно не идет. Уже залет. Какой-то, наверное, минимальный люфтик должен быть. Попробуем. Если не помешает медлюфтик. Помешает, так полностью уберу.
Ну, не идеально, конечно, ровно. Ну, что-то получается. Первое вроде бы неплохо, потом не сообразил, вроде бы начал рядом ехать, потом смотрю, что расстояния могут разниться. Но результат меня устраивает. Для первого раза в жизни, я думаю, пойдет. Без косяков никуда. Не знаю, успею сегодня посадить, не успею. Заметил, что когда поднимаешь руль мотоблока, носики окучника начинают цепляться за колеса. На каме такое может быть или нет? Но в данном случае сцепка коротковата. Чуть-чуть длиннее, там сантиметров на 10 бы ее. Но мне нравится. Нравится, интересно. Рука побаливает. Ну ничего, пройдет. Сейчас, наверное, одним дублем сниму все. Поговорить пока что не о чем. Кривизна в основном получается только из-за кореньев, так как здесь лозинник был. Едешь, под окучник попадает корень, все, вильнуло, уже кривизна получилась. Ну и, конечно, может быть, и сам где-то допускаю ошибки, но много кореньев, пока разработается. Также думал чуть-чуть наметить, только лишь наметить, а в итоге довольно глубоко уже прошелся. Ну, в общем-то, из-за сошника. Боюсь, что сошник погнется. Я его еще не усиливал. Когда усилю, тогда, может, и не буду об этом думать. Ну, меньше нагрузки на него будет. Сейчас техника заглохла, бензин кончился. Скворцы напали. Значит, картошка будет урожайная. Примета народная. Ну, вот так выглядит мои морозно. Кривовато где-то что-то. Где-то у меня рука дрогнула, где-то много кореньев повыдергивал. Думал просто накернить, наделать полосок, чтобы картофелесажалке легче было. В итоге решил. У меня каждая борозна прошлась по 4 раза. Первую ошибку вначале сделал. Прогнал туда-назад, опять туда, а потом рядом пошел. А рядом идти и пытаться выловить, выцелить эти расстояния сложно. Потом пока допер, пока догадался, начал уже в ту сторону уже по новой. Один окучник идет по старой, второй по новой, чтобы выдержать размер 60 сантиметров. Ну и так и получалось, что туда еду, левый окучник чертит, назад еду, уже прогоняет, опять туда еду, уже получается правый окучник только что по вычерченной 2 раза и назад. И так каждая борозна по 4 раза. Сейчас буду сажать, если успею, надеюсь успею. Завтра уже там, послезавтра дожди передают, хочу отсадиться. И пока эту тему закрыть, надо стройкой заниматься. Дом стоит недостроенный, хочу в этом году крышу накрыть. Сейчас буду испытывать свою доработанную картофелесажалку. Как у нее пойдет, удлинил сцепку, сделал шипы на колесах, сделал колечки на сажалку. Купил картошки. Картошки у меня 4 сорта. Сорта-то 4, но какие из них какие, я уже забыл. Покупал Королевана, Лосунок, Винетта, Коломбо. Что из них что, не знаю. Просто буду садить по отдельности. Можно ли там как-то определить впоследствии? Короче, как-то так вот. Все в попыхах быстро. Пока расплатился и уже загрузили мне в багажник. Я думаю, может там какие-то бирки, пометки посмотрел. Не, ничего. Картошка обошлась 180 рублей. Блин, дорогая картошка стала. Столько усилий на нее. Купи мотоблок, окучники, лук, фрезу, прицеп, топливо, сил сколько отдай. У кого какие приоритеты? Мне нравится это дело. Сколько бы купил я картошки, за эти деньги
деньги, сколько я вложился в сельскохозяйственную технику. Ну, мне бы точно до конца жизни хватило. Но как-то был комментарий, человек написал: лучше впахивать на земле, чем сидеть где-то на пляже. Я не скажу, что я против пляжей. Я за море, мне нравится. Хотя всего за свою жизнь там, наверное, раза два был на море. Но я соглашусь с тем, что работать на земле на своей, на своем участке приносит большое счастье. Мне нравится эта работа. Что-то делать и чтобы это получалось. Я лучше потрачу средства на то, что вокруг меня, чем на мнимые 10-9 дней поездки куда-либо. Каждый должен делать то, что нравится, то, что приносит счастье и не вредит окружающим. Дело к вечеру. Сегодня 11 мая, уже 7 часов вечера, уже притемно, уже, наверное, и качество съемки падает. Ну, попробую успеть. Сморгонские окучники показали себя хорошо, не согнулись, выдержали нагрузки без проблем. Но под каждую навеску нужна своя сцепка. Вот это уже как правило. Под плуг свои настройки, под окучник свои настройки. Что там еще? Под барану свои. И каждый раз это перекидывать. Так, дальше. Попробуем так, а там уж как получится. Вроде бы все причиндалы я присоединил. Осталось насыпать картошку и в путь. Из первых моментов слишком высоко поднял. Надо опускать ниже. Упирается картофелесажалка в руль. Ну что сказать. Тут пока немножко помучился, вышел на среднее в итоге отверстие, переставил на самое верхнее. Плохо, в самом низу еще хуже. Ну, среднее куда еще, куда не шло. Картошка режется буквально пополам. Она поднимается уже разрезанная. Сошник загнуло сразу. Пока разочарование. Сильное разочарование. На разворотах сложно. Но пока что как-то так. Наверное, самый практичный способ было бы раскидать картошку вручную и закрыть все окучниками. Возможно, добавочные кольца сыграли злую шутку. Я их чуть расширял, а надо было наоборот вовнутрь варивать, уменьшать. Потому что захватывает по 2, по 3 картошины. Господи, хрень полная. Сажалка эта так разочарован. Такая сырая, дорабатывать и дорабатывать. Тут показывать вообще нечего. Такое говнище. Это картофелесажалка. Умудряется по 3 картошины за раз захватить. Эти кольца, которые я сделал, хоть ты срезай. Там вообще надо, чтобы какое-то чуть-чуть углубление было. А за счет того, что кольца я добавил, оно стало выше, уже умудряется настроить себе. Ну, если только знаете, как ее дорабатывать. Так вот, чтобы сел и поехал, с ней не получится. С ней надо работать, смотреть, что происходит, и дорабатывать. Ну, садит. Ну, только что по 2, по 3. Надо одновременно с сцеплением постоянно работать. Держишь ее, придерживши рукой, потому что все равно ее приподнимает. Может быть, из-за кривого сошника, я уже сейчас не полез туда, там доживет этот сошник или нет. Придерживаешь мотоблок, придерживаешь сажалку. И еще надо 3-я рука, чтобы откидывать картошку. Ну что, сказать, что я разочарован, это ничего не сказать.
Редкостная гадость, крайне сырой продукт, требующий колоссальных доработок. Столько я уже сил вложил в эту картофелесажалку, а результата нет. Наверное, я сейчас раскидаю просто картошку и закрою окучниками. Я бы, наверное, уже это сделал, столько времени я вот шел с ней. Продукт надо дорабатывать. Ну, в общем, на 3 борозны я накидал картошки. Время уже совсем позднее, так можно и до утра поработать. Раскидаю еще потом, завтра. Буду заканчивать завтра. Растянувшееся видео получится. Картофелесажалку я никому не советую такую. Как ее дорабатывать, надо думать. Зря я приваривал эти проволоки. Сцепка слишком длинная оказалась. Ей не нужно быть такой длинной. В этой модели с картофелесажалки такая сцепка длинная не нужна. Может быть, в каких-то других моделях, там, не знаю. Картошку режет, картошку жалко, по 3 сразу закидывает. Попадает она и в цепь, везде она попадает, везде ее там рвет клочья. Борозны кривые, вот такие вот, блин. Пытаюсь удержать ее. Я понимаю, что косяки, они возникают в процессе, но не так. Сейчас быстренько закрою. Я вставлю видео, покажу, как она захватывает. Не так, как показывают, что картошка к картошке идет. Нет, так не получается. Ну, вот так вот я раскидал картошки. Тут за сегодня, опять же, я не успею, уже поздно, 7 часов. Завтра закончу, надеюсь, если дожди не испортят работу. Раскидал картошки где-то на расстоянии плюс-минус 30 сантиметров, 30-33, 30-35. И окучником сейчас продемонстрирую, как закрываю. Картошка лежит на мягкой земле. После фрезы, после дождика, все такое мягенькое там. Поэтому можно смело ехать, в моем случае. Картошка колесами не подавится. Честно сказать, ерунда, это не способ. Все равно надо, чтобы ровно по центру был окучник. То, что я сместил его, не подходит. Закрывается, но не очень, не нравится. Не нравится. Так, в таком виде окучник мне не нравится. Ну да ладно. Первый блин комом, первая посадка под мотоблок. Как же набраться опыта, если не наделать ошибок? Такой способ посадки рабочий, но не с этими окучниками, не с этой навеской. Окучник получается не по центру, а слева. Из-за этого мотоблок надо вправо вести. Короче, белиберда. В таком виде это не работает. Привезу старый окучник, переделаю его под мотоблок, и тогда будет работа. Запомнился мне один комментарий, человек писал, по-моему, под картофелесажалкой. Хотя, может, я ошибаюсь. Будет интересно посмотреть, какой способ посадки вы выберете. А я еще так думаю, так у меня же картофелесажалка. Какой тут способ посадки может быть? Ну, вот какой. Человек знал больше, чем я. Видно, уже столкнулся в свое время с подобным оборудованием. Картофелесажалка – дело
Вообще понравилась она со своим закрытием. Вот диски, конечно, у нее хорошие. Вот там бункер между цепями, там такая защита, ее сразу загнуло, я проворонил. Там между защитой пол-ведра картошки у меня сейчас там осталось. Надо вообще, разбирать, выковыривать, доделывать ее, дорабатывать. Может быть, когда-то она пригодится мне, может продать ее. У кого больше интерес к этому, доработает. Придавив второй раз картошку сверху по гребню. Не знаю, время покажет, получится у меня, что не получится. Пока что заколебался я. Не сделав ошибок, не наберешься опыта. Вот и настал последний день моих стараний. Сажу картошку, сейчас раскидаю и закрою окучником. Я уже говорил, наверное, окучник не по центру, а чуть у меня с левой стороны из-за крепления. И нет возможности ровно идти и закрывать. Потому мотоблок приходится немножко подворачивать в правую, получается, сторону. Главное посадить. Вырастет, не вырастет. Ни удобрений, ничего не вносил, ни навоза, поленился. Решил попробовать абсолютно, на пустой земле после леса. Все требует времени. Привез окучник с деревни, тот, которым всю жизнь работали. Переделаю крепление, сделаю его для мотоблока. Надо купить сцепку. Сколько этих сцепок должно быть, не знаю. 1, 2, 3. По большому счету, наверное, сколько навесного, столько и сцепок. Так будет самое удобное. Это не дешево, сцепки по 95 рублей я в Минске видел. С белыми болтами, оригинальные сморгонские, но они идут без бирки и без паспорта. Звонил я в магазин при МТЗ, сказали, что нету в комплекте ни паспортов, ни бирок. Только, возможно, есть выбитый номер возле крепления, куда шкворень вставляется. Взял я с собой сегодня помощников, свою красавицу и нового члена семьи. Так как мы переезжаем в деревню, заборов нету, на будущее, чтобы был охранник. Пока что это не охранник, а Мишка. Пока что нам 2 месяца. Но уже зачатки грозного защитника, охранника. Разрушитель. Все, раскидали мы картошку с помощью моих 2 помощников. Сейчас буду окучником закрывать. Как получится, так получится. Сегодня работается получше, воды стало меньше. Вчера я сразу после дождя начал гонять, вообще не понравилось. Мотоблок скользит туда-сюда. Один день прошел, дождей не было, все значительно лучше стало. Но все равно окучник должен быть по центру. И также должна быть подготовлена земля. На концах земля твердая, мотоблок картошку давит вдребезги. Где после фрезеровки, где земля мягкая, там нормально. Картошка целенькая, посмотрел, обратил внимание. Все, закрыл я картошку. Как она взойдет, посмотрим в будущем. 2 года назад здесь еще был лес. Не лес, а лозинник. Лозинник, кусты, деревья, вот как вот эти. Куст вот этот, это последний, что остался здесь, я его уже не трогал. Все остальное вот в такой лозе. Вот такие кусты были повсеместно. Тут было
50-60 стволов таких. Все вырезал, мкадором повырывал, разработал. Сильно хотелось, чтобы у меня огород был под боком, прямо чтобы возле шаговой доступности. У себя на участке не хотелось сделать, 25 соток это не так много. И детям площадочку поиграть, и садик какой-то высадить. А еще и огородом все. Как у бабушки у меня 20 соток земли было. Один сплошной огород. Ребенку поиграться негде. Ни футбол не погонять, ничего. Потому не считаю целесообразным делать огороды у себя на участках. Возьмите рядом земли. Ведь ее дают без проблем. Землю я взял под ЛПХ, разработал. Земля не самая хорошая, конечно, не очень плодородная. Ну, может быть, со временем. Все в процессе будет. Этот способ посадки не очень подходит для тех, кто любит, чтобы прямо росточки были у картошки. Потому что мотоблоком эти росточки все, скорее всего, пообломает. В начале 4 я еще сумел с картофелесажалкой повоевать, все надеялся. Да, с ней быстрее, значительно быстрее. Картошку закидывает и сразу закрывает. Скорость, быстрота. Но то, что она творит с картошкой, это уже не очень хорошо. Вот что, о чем я говорил. Крепление окучника не по центру. В Лидской навеске, насколько я знаю, там обыграно это дело. И там можно окучник ровно по центру поставить. И ничего не надо выкручиваться. А здесь все не так радужно. Но если хорошо, если вы не сделали, нет у вас возможности закрепить окучник по центру. Хотя у меня Лидской не было навески, но мне так сказал один из зрителей, Андрюха. Почему тогда они делают сморгонцы, МТЗ САС, почему не делает окучник, чтобы можно было так работать? Но ведь это же не сложно. Сделайте да продавайте, будут покупать. На этом с посадкой все. Переключаюсь на строительство дома. Время идет уже, какой там, 14 или 15 мая. Какой сегодня? Разве 13? По-моему, не 13. 13 вроде сегодня мая. Я даже уже не помню, какие числа. Ну, не суть, это не важно, какое сегодня число. Середина мая. Уже как 2-3 недели я должен был строиться. Уже поднялся бы под крышу. Ну, с этими огородами. Хочется, нравится все это. Интересно, как оно будет расти. Создавать что-то всегда интересно. Но долго, нудно. Пока опыта наберешься, пока все сделаешь. Пока дойдешь, придешь. Защитник, охраняй. Куда убегаешь? Вот такой конюка вырастет, ведро картошки съедать будет за раз. Пошел по грядкам.